Путина водили за нос. Ложь генералов стала очевидной. Полетят ли головы? Москва готова пойти на уступки. В Кремле проговорились о важном пункте переговоров, где и в чем Россия готова дать заднюю. Украина ударила по очередным судам теневого флота. Но самое интересное в том, кто предоставил информацию. Такого в Кремле точно не ожидали. Хотели как лучше, а получилось как всегда. В Москве случайно выдали самый большой страх Путина. Александр Лукашенко вывел Беларусь в лидеры по строительству секретных объектов. Раньше такое можно было увидеть только в кино. Путин опозорился на форуме в Ашхабаде. Московский гость поставил рекорд и сумел за один день разозлить руководителей как минимум 2 государств Азии. Об этих и других событиях утро 13 декабря. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Кремль, похоже, дает заднюю. Москва не отрицает саму возможность создания демилитаризованной зоны на Донбассе. В таком случае РФ готова отвести войска. То есть прекращение огня может наступить только после вывода украинских войск. А что там будет потом? Об этом можно, на мой взгляд, вести разговор. Потому что вполне возможно, что там не будет непосредственно войск. Ни российских, ни украинских. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в случае реализации сценария, предложенного США, вместо армейских частей в зоне будет присутствовать Росгвардия, полиция и другие силы для обеспечения порядка. Это заявление прозвучало после того, как Владимир Зеленский сообщил об идее создания свободной экономической зоны на подконтрольной Украине части Донбасса, где не будет ни украинских, ни российских войск. Ушаков, в свою очередь, заявил, что эта территория является частью России и добавил, что в будущем Донбасс, если не переговорами, то военным путем будет присоединен к России. Владимир Зеленский в очередной раз совершил то, на что никогда не решается Путин. В день сухопутных войск ВСУ президент Украины приехал на линию фронта, чтобы лично поздравить бойцов. Сьогодні Куп'янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо, Я привітав хлопців, дякую кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Одновременно корпус Нацгвардии «Хартия» отрапортовал об успехе операции в Купянске. Сообщается, что ВСУ заблокировали россиян в городе и освободили ряд ближайших сел. Украинские войска быстро заняли Радьковку и Кондрашовку, а также взяли под огневой контроль Голубовку. После этого последовала зачистка Мирного и северо-западных окраин Купянска. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів в дипломатії. Саме так це працює. Всі наші сильні позиції всередині країни, сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну. Пишаюся вами. Заодно Владимир Зеленский и ВСУ немножко опровергли недавнее заявление начальника российского генштаба Валерия Герасимова. Соединения и воинские части группировки «Запад» практически полностью блокировали город Купянск. Не менее впечатляющих успехов ВСУ достигли на море. Силы специальных операций сообщили о проведении успешной акции в Каспийском море. В результате были поражены 2 российских судна, участвующих в перевозке грузов между Россией и Ираном. И речь в данном случае не о нефти. Корабли «Композитор» Рахманинов и «Оскар Сарыджа», которые находятся под санкциями США, использовались для транспортировки оружия и военной техники. Спецоперация была организована силами спецназа ВСУ в сотрудничестве с повстанческим движением «Черная искра», которая предоставила точную информацию о маршруте и содержимом судов. ССО Украины заявляют, что своими асимметричными действиями продолжат подрыв наступательных возможностей российской армии.
Не менее интересно, что участившиеся удары по теневому флоту России одобрил Вашингтон. Об этом пишет авторитетный журнал The Atlantic со ссылкой на американских и украинских чиновников. По данным издания, при администрации Дональда Трампа США фактически дали Украине зеленый свет на такие удары, в отличие от команды Джо Байдена, которая опасалась эскалации и была против атак на российскую нефтяную логистику в международных водах. Администрация Трампа одобряла такие операции и даже предоставляла Украине разведданные для поражения объектов российской энергетики. Несмотря на риторику о мирном урегулировании, команда Трампа поддержала усилия Украины по нанесению ущерба российской нефтяной отрасли. В Белом доме понимают риски для глобального рынка, но считают, что такие удары являются важным инструментом давления на Путина в условиях продолжающегося конфликта. Путин не только не появляется на фронте, но и еще раз продемонстрировал другой свой страх. В столице России озвучили приговор судьям из Гааги. Прокурора и 8 судей Международного уголовного суда, включая тех, кто выдал ордер на арест Путина, приговорили к огромным срокам заключения. Конечно, заочно. Московский городской суд признал прокурора МУС Карима Хана виновным в том, что тот дал указание на вынесение незаконных ордеров по отношению к гражданам России. Ему назначили 15 лет лишения свободы, из которых 9 лет он должен провести в тюрьме, а оставшийся срок в исправительной колонии строгого режима. Также приговоры были вынесены и другим судьям МУС. Все осужденные объявлены в международный розыск. Примечательно, что речь идет о решении, принятом в ответ на действия МУС, который в марте 2023 года выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. Суд в Гааге обвиняет их в незаконной депортации и перемещении детей из Украины на территорию России. Путин, в свою очередь, раскритиковал МУС, назвав его не самостоятельной организацией, не имеющей авторитета. Несмотря на это, российский правитель в последние годы отказался от посещения ряда стран из-за угрозы ареста по ордеру из Гааги. Вашингтон готовится возобновить подземные ядерные испытания. Руки администрации президента в этом вопросе может развязать принятие закона о военном бюджете. США соблюдают добровольный мораторий с 1996 года. Но, как обратила внимание The Washington Times, в документе говорится, что страна может снять с себя такие обязательства в случае проведения таких испытаний другими странами. Издание замечает, что между 2006 и 2017 годами Северная Корея провела 6 подземных взрывов. Ранее, в конце октября и начале ноября, Дональд Трамп делал заявление о возобновлении ядерных испытаний, поручив Пентагону начать работу в этом направлении. Похоже, Конгресс тоже работает над законодательной базой. На данный момент у США насчитывается более 5000 ядерных боеголовок, у России почти 5500, у Китая 600, а у Северной Кореи около 50. Огромный нелегальный тоннель под границей. У многих ассоциации однозначные, но нет, речь не о Мексике. Под руководством Александра Лукашенко Беларусь уверенно приобретает имидж страны-контрабандиста. Польская пограничная служба сообщила об обнаружении очередного подземного лаза, через который нелегальные мигранты пытались попасть в Евросоюз. Это уже 4-й подобный случай в этом году. Новый тоннель насчитывает несколько десятков метров в длину и 1,5 метра в высоту. Вход находился в лесу всего в 50 метрах от белорусской стороны границы, а выход всего в 10 метрах от польского заграждения. Мигранты использовали его для незаконного пересечения границы. Польские пограничники задержали 130 человек, в основном граждан Афганистана, Пакистана, Индии, Непала и Бангладеш. В общем, пока Польша строит второй забор на границе, со стороны Беларуси роют тоннели поглубже и подлиннее. Виктор Орбан не только восхищается российским диктатором, но и берет с него пример. Главный венгерский популист так полюбил автократические методы управления, что присматривается к варианту рокировки, похожему на тот, который некогда использовал Путин и Медведев. Как пишет Bloomberg, Орбан хочет стать президентом, при этом расширив полномочия поста. Новую должность главный друг Путина в Европе хочет занять в случае поражения правящей партии Фидес на парламентских выборах в апреле будущего года. Орбан и
ищет пути сохранить власть и продолжить доминировать в политической жизни страны. Для реализации этого плана Орбану нужно действовать быстро, пока Фидес имеет большинство в парламенте. В случае удачного проведения реформы он сможет занять пост президента, даже если партия не победит на выборах. Однако для этого действующий президент Венгрии Тамаш Шуйок должен уйти с должности досрочно, поскольку его срок заканчивается только в 2029 году. Согласно большинству соцопросов, оппозиция в Венгрии сейчас имеет очевидное преимущество. Германия официально обвинила Россию в причастности к масштабной кампании дезинформации и кибератакам перед февральскими парламентскими выборами. В Берлине называют эту операцию «Шторм-1516» и считают, что цель Москвы заключалась в дестабилизации политической ситуации в стране. В последнее время мы наблюдаем резкое увеличение числа угрожающих гибридных действий со стороны России. Они варьируются от кампаний по дезинформации до шпионажа и кибератак, а также попыток саботажа. В рамках кампании распространялись ложные материалы через многочисленные сайты, замаскированные под новостные ресурсы. Основное внимание было сосредоточено на политических оппонентах, таких как ХДС, ХСС и партия «Зеленых». Среди фальшивок была опубликована, например, видеозапись, на которой мужчина, выдававший себя за врача, утверждал, что Фридрих Мерц, лидер ХДС и тогда еще кандидат в канцлеры, ранее лечился от ментальных проблем. Видеоматериал сопровождался поддельными документами, усиливающими ложную информацию. Для вручения ноты в МИД Германии вызвали посла России. Владимир Путин принял участие в саммите азиатских автократов в Ашхабаде. Официально мероприятие, конечно, называлось иначе – Международным форумом мира и доверия. Не обошлось без казусов. Сначала Путин пытался выступать с выключенным микрофоном, потом справиться с техникой самостоятельно. Наконец-то кто-то помог гостю. Хотя без звука было даже лучше. Руководитель России в очередной раз споткнулся о фамилию коллеги из Центральной Азии. На этот раз не повезло ни президенту Казахстана Токаеву, а хозяину встречи, наследственному диктатору Туркменистана, который из Берды Мухамедова по воле Путина превратился в Берды Мухаедова. Поздравить всех наших туркменистанских друзей и, конечно, прежде всего президента Сердара Гурамангулыевича Берды Мухаедова. Поиграл московский гость и в свои старые игры с опозданиями. Премьер-министру Пакистана пришлось ждать встречи целых 40 минут. После этого Шахбаз Шариф неожиданно и без разрешения вошел в зал, где проходили переговоры Путина с президентом Турции Эрдогана. Причем кремлевские пропагандисты сами с удовольствием делились этим видео, смакуя подробности. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.